Всем привет! Чисто случайно я обнаружил в интернете ресивер с весьма необычным функционалом. Судя по обзорам, в него засунули почти профессиональный прибор для настройки, систему самодиагностики, также возможность удаленного управления с мобильных устройств и стриминга спутниковых каналов внутри Wi-Fi сети на вот эти вот мобильные устройства. Плюс мне стало интересно, что же такое 3D конвертер, и в итоге я заказал себе такой вот комплект, вот такой вот конвертер 3D, также ресивер. Вот он в такой коробочке приходит, мы его еще потестируем, сделаем обзор на него, но вопросов по данному ресиверу у меня оставалось еще много, поэтому я решил разыскать разработчиков функционала данного ресивера, причем это оказалось достаточно несложно, они абсолютно не прятались, и вот сегодня у нас в гостях Юрий, с которым мы пообщаемся, и он, я думаю, лучше, чем любой обзорщик, вам расскажет о функционале и вот о функциях, которые были заложены в данный ресивер. Добрый день, Юрий. Здравствуйте. Тут я потестировал ваш ресивер, у меня возник ряд вопросов, возможно, мы сейчас сможем их обсудить с вами. Но это не совсем наш ресивер. В каком смысле? Мы не являемся владельцем торговой марки. Мы разрабатываем ряд опций, они могут использоваться в ресиверах на открытом рынке и на операторском. Владелец Vivid Motion Goldmaster, это ресивер, который у вас, это наш хороший знакомый. Он был уверен в наших способностях, в том, что мы реализуем заявленные опции, которые мы ему рекламировали. Поэтому он согласился стать нашим первым покупателем. Но для него же софт пишете вы. Мы разрабатываем в основном новые опции. Разумеется, в ряде мест мы исправляем откровенные китайские косяки, где видим, где можем. Но ряд опций мы не трогаем, их по запросам покупатели дорабатывают китайцы. Понятно, что когда мы идем на открытый рынок и на операторские, операторы, если мы займемся некоторыми функциями, операторы будут очень не рады этому. Поэтому это взаимоисключающие вещи. Вы доверяете китайцам? Они уже могут украсть ваши разработки. Мы разрабатываем в основном новые опции. Разумеется, в ряде мест совсем мы прописали специальную защиту, плюс к этому мы установили защиту аппаратную, поэтому украсть им будет достаточно тяжело. Понятно, но давайте теперь перейдем больше к вашим разработкам. Первая опция, которую я хотел бы с вами рассмотреть и обсудить, это прибор для настройки антенн. В принципе, в ресиверах SAT Integral 1412, 1218 были подобные опции с компасом, спектрометром, что-то подобное я уже видел. Вот хотелось бы услышать о вашем ресивере, о вашем приборе, который встроен в ваш ресивер. Я, если честно, не видел ресивер, который вы упомянули. Я не могу точно сказать, что он за спектр, но достаточно часто сталкивался с китайскими аналогами. И, в принципе, я догадываюсь. Скорее всего, там просто картинка со столбиками прыгающими. Кому-то это может быть полезно, но на самом деле это не несет практического смысла. У нас все реализовано немножко по-другому. Вы, когда находитесь в настройке, когда появляются полники, вы видите, что есть спутник. Вы нажимаете «Анализировать», и у вас почти наверняка покажет спутник и какие каналы находятся на этой частоте, без сканирования сразу. В том ресивере, который вы упомянули, я могу спорить, что этого нет. Кроме этого, есть очень большая разница, в чем измерять сигнал. У вас там показывают децибелы? В каких-то относительных процентах, скажем так. Ну, я обычно называю эти проценты попугаями, их может быть там 60, 80. Это величины какие-то абстрактные, то есть никто не знает, во-первых, сколько их должно быть, и непонятно, как они будут падать. По ним нельзя оценить запас по сигналу. Есть вполне конкретный технический параметр, называется link margin. 6 дБ по европейским меркам – это хороший запас по сигналу. 4 дБ, ниже 4, это может быть определенная погодная зависимость. Она, в принципе, периодически будет проявляться. Менее 2 дБ, это значит, что сигнал на грани. И когда в нашем ресивере вы заканчиваете установку, вы снимаете отчет, видите все частоты и запас по сигналу по каждой частоте. То есть вы знаете, что у вас будет происходить. Ну, фактически мы переходим к вопросу диагностики. Именно так. Сейчас мы реализовали ее первую часть. Она включает примерно там, десяток параметров, в том числе link margin, о котором я говорил. Вторая часть будет включать в себя спектр. Он полезен в ряде случаев, например, для оценки интерференции, то есть это наложение определенных частот, там, радио, сотовых и прочее, на спутниковый диапазон.
стоячих волн, кросс-поляризации, то есть когда в конвертере одна поляризация начинает влиять на другую, то есть проскакивает. И так далее. К сожалению, анализ спектра тяжело автоматизировать. Скорее всего, мы будем выводить его картинками. Ну, а обычный человек, наверное, это не совсем поймет. Обычный пользователь. Но это не требуется. Для пользователя будет третья часть диагностики, точнее уже ее вывод. Это фактически инструкция по устранению неисправности. То есть большинство неисправностей пользователь может решить самостоятельно, ему будет просто показываться на экране телевизора, что делать. Ну, то есть не те проблемы, которые он увидит на спектре, которые видны на спектре, в принципе. Не те. По нашим оценкам, спектр нужен достаточно редко, и минимум 95% случаев они являются достаточно простыми и могут быть автоматизированы. Спектр нужен для отправки установщику или оператору. Угу. А каким образом это можно отправить? Вариантов много. Можно, например, отправить установщику на Telegram. Или можно сделать отдельный сервер оператору. Когда оператор понимает неисправность, то ему это очень полезно. Во-первых, он может сделать четкую калькуляцию устранения неисправности. То есть фактически ни установщик, ни сервисный центр уже надурить не смогут. Плюс к этому, соответственно, основное преимущество для оператора – это колл-центр, потому что количество звонков оно снизится на порядок. А даже когда человек позвонит, то оператор уже будет точно знать, что, собственно, у человека произошло. А в нормальных странах есть еще и сервисные службы, они выезжают к клиенту. Если неисправность известна заранее, то это намного меньше выездов и меньше времени требуется на каждом объекте. Но я так понимаю, что это еще не реализовано в вашем ресивере. Подобные вещи не делаются под конкретного клиента. То есть приходит заказчик и говорит, оно должно выглядеть вот так. Мы это, собственно говоря, и делаем. Сейчас мы сделали базовые опции, то есть понятно, что это можно. То есть фактически мы ждем конкретных клиентов с конкретными запросами. Ну, понятно. Давайте теперь перейдем к опции настройки антенны на спутник. У меня вот в руках вот такой вот 3D-конвертер. Я так понимаю, его назначение это две шкалы. Это интерактивное определение конвертера и угла наклона конвертера и угла наклона самой тарелки. Вы считаете это значимым вообще для настройки, для диагностики? Смотря в каких случаях. Если, к примеру, оператор будет продавать через сетевые магазины, он делает комплекты с известной антенной, то это может существенно помочь. То есть там сам алгоритм сводится к тому, что если интерактивная шкала поворачивается, он показывает насколько, вверх-вниз тоже показывает насколько, остается повернуть вправо-влево. Но на самом деле смысл 3D-конвертера, он немножко в другом. Во-первых, мы по окончании установки, когда делаем отчет, мы получаем углы правильно настроенной антенны. И что это нам дает? В этом случае мы можем сделать второй отчет, сравнить углы, понять, что произошло. Если антенна просела вниз, то надо срочно смотреть, может она вообще сейчас улетит сама по себе или с антенновым креплением. Или, допустим, антенна сдвинулась вправо-влево. Или вообще идет вибрация антенны. Когда мы делаем там 20 замеров в секунду, мы четко увидим, насколько сильный, к примеру, ветер. Кроме углов, мы вообще-то еще делаем и ряд других замеров. Например, мы определяем прокатку напряжения. То есть конвертер является составной частью диагностики. Понятно. Но еще есть одна очень частая проблема в ресиверах, это дохлые блоки питания. Вот как с этим вопросом стоит у вас решение? Как вот поможет эта диагностика с таким вот вопросом? Я, конечно, не инженер и прошу отнести с пониманием, если что-то некорректно буду описывать. Но суть, надеюсь, передам верно. Когда посаживается блок питания, то начинаются пульсации. Соответственно, у нас в ресивере есть специальный контур, который измеряет подходящее питание, параметры. И если что не то мы спокойно это можем определить еще до того, как он начал глючить, или до того, как он вышел из строя. Вы сказали, вы не инженер, а какова ваша роль в данном проекте? Я отвечаю за коммерческую часть. Понятно. Давайте вернемся тогда к прибору для настройки. Все никак не могу понять этот вопрос. Ресивер стоит в комнате, я поднимаюсь, например, на крышу. Каким образом мне настраивать антенну с помощью вот этого конвертера и ресивера? Берете ресивер с собой и
единственное, что должно быть на крыше, это электричество. Ну, я так понял, он работает через Wi-Fi роутер. Если роутер стоит далеко, как же подключить телефон к вашему ресиверу? У нас сделана специальная система для использования ресивера вообще без телевизора. То есть, если в ресивер не воткнут кабель HDMI, то вы можете в телефоне сделать точку доступа, ее название Auto AT, значит, пароль от 1 до 9, и ресивер при включении к ней автоматически подключится. И хорошо. И что мы делаем дальше? Дальше запускаете расширение к браузеру и вводите IP. Но тут несколько вопросов сразу возникает. В подключенных устройствах IP не отображается. Это первое. У меня есть большие сомнения, что многие вообще пользователи знают, что такое IP. У вас нет чего-то более привычного, например, какого-то приложения? Автоопределения IP у нас пока нет, но это технически возможно. Просто сомневаюсь, что это будет сделано в ближайший месяц, скорее всего, немножко позже. Это что касается IP. Что касается расширения, оно было проще для базовой разработки. И оно, в принципе, сейчас вполне коммерчески пригодно. Что касаемо того, где его посмотреть, это зависит от производителей модели. К примеру, у наших инженеров оно в телефонах показывается. У меня тоже не отображается, как и у вас. Я использую приложение Siri. Могу дать ссылку после нашего разговора. Приложение для Android это вариант достаточно хороший, но вот для iOS это совсем плохой. То есть представьте, что у нас, к примеру, есть 5 клиентов в разных странах. Каждый из этих клиентов он должен выкладывать в App Store. Это займет от полугода до года. Ну, это очень геморройный вариант. Понятно. А есть какие-то другие варианты? Еще есть PVA, это Progressive Web Application. Фактически это когда вы сворачиваете сайт на рабочий стол. То есть он по работе для обычного пользователя такой же, как и приложение. И неважно, в какой операционной системе, то есть это ставится и на iOS. Но там есть свои ограничения, мы пытаемся обойти. И когда вы планируете что-то выпустить? По срокам точно сказать очень тяжело. Приложение для Android это, скорее всего, вопрос нескольких недель. PVA это может быть недель, может месяцев, а может и вообще в нормальном виде не получиться. На самом деле мы очень рассчитываем, что в какой-то момент образуется сообщество программистов, которые будут модифицировать расширение для себя, в том числе делять с людьми, как это, собственно, происходит на Enigma. И, соответственно, возможно, они помогут и в создании PPA, потому что если мы не смогли реализовать, то это не значит, что другие не смогут. Одна голова хорошо, а 1000 лучше. Для этого мы создали Open Web API, то есть систему команд общения с ресивером. Она находится в открытом доступе. Ну, вообще-то есть уже открытая система, это Enigma, и что-то не совсем заметно, чтобы там куча программистов что-то разрабатывала для этой системы. Сравнивать их не совсем корректно. Enigma — это тяжелая операционная система на Python. И сравнивать ее с веб-программированием, по-моему, не совсем правильно. В расширении используется JS, а приложение может использоваться еще и HTML. Плюс там куча плагинов, которые уже можно использовать готовые. Ясно, хорошо. Ну давайте тогда перейдем еще к одной заявленной опции в этом ресивере. Это стриминг каналов. После сканирования мы можем застримить наши каналы и открыть их в любой программе, которая воспроизводит IPTV, и просматривать. Я так понимаю эту функцию? Можно и на телефоне, и на ноутбуке, и на компьютере. Все так и есть. Обычными программами для IPTV тоже так и есть. Еще вы можете подгрузить иконы для нормального отображения канала. Вы считаете, это будет популярной опцией? Смотрите, у меня, к примеру, в семье 12 экранов, то есть мне 2 телевизора. У ряда моих знакомых телевизора нет вообще. И таких людей становится все больше и больше. Разумеется, при наличие интернета это все хорошо, но при отсутствии интернета тоже иногда посмотреть что-нибудь хочется, например, футбол. Мы считаем, что будет очень удобно смотреть телеканал не только на телевизоре, но и на смартфоне, ноутбуке или планшете. Без интернета. Ну, например, у нас со спутника все идет в закодированном виде. И я так понимаю, ваш ресивер их не откроет, эти кодированные каналы. Ну да, так и есть. То есть для Украины, с моей точки зрения, больше подходит вторая модель.
Она скоро будет запущена в производство. Это комбо-ресивер с спутниковым кабельным эфирным тюнером, с LAN и HEVC. И с моей точки зрения смотреть эфирное телевидение на мобильных устройствах, скорее всего, тоже будет достаточно приятно. Ну, я думаю, вы не очень представляете себе реальность в Украине сейчас на данный момент. Согласен, я в Украине не живу. Ну, я вам скажу, что есть масса поселков, в которых принять тоже эфирное телевидение достаточно сложно. Но, тем не менее, есть в этих же поселках хорошая, иногда даже гигабитная линия интернета. Так что LAN в ресивере было бы хорошо. HEVC тоже не помешает. И, в принципе, у нас и даже и 4G сети развиты. Вы имеете в виду, что в основном идет IPTV? Я как бы догадываюсь даже, что там смотрится. Ну, согласен, что в этом случае DVB, наверное, отходит на второй план. Ну, такие есть, да. Но я попробовал потестировать IPTV, встроенный вот в ваш ресивер, и, скажем так, он оставляет желать лучшего. На самом деле мы не уделяли IPTV достаточно внимания. Просто предыдущий клиент, он об этом физически не просил. У вас есть вообще понимание, как это должно выглядеть? Ну, есть некоторые, скажем так, из опыта понимания. Во-первых, хотелось бы, чтобы листы подгружались с популярных сервисов. Во-вторых, лист должен сохраняться в ресивере без USB накопителя. И полностью желательно, не обрезая каналы, там как есть в некоторых ресиверах. В-третьих, желательно подгружать плейлист через облачные сервисы. Еще желательно в меню сделать выбор для того, чтобы ресивер мог стартовать либо сразу с IPTV, либо с DVB. По подгрузке это, скорее всего, вопрос тегов. Я даже догадываюсь, что китайцы, скорее всего, кривая реализация и какой-то свой алгоритм. Это, в принципе, исправить несложно. Насчет сохранения в ресивере плейлиста мы проверим. То есть я не уверен, что этого нет, но проверить стоит. И что сделаем? По тому, что включать с IPTV, мы подумаем, как лучше сделать. Этот вариант кажется не совсем правильным. Может быть, для Украины это и правильно. Может быть, какой-то заказчик попросит так и сделать. Но для России, к примеру, есть еще и эфирное, и спутниковое. Для Беларуси то же самое. И, наверное, более правильно все-таки делать включение с последнего канала. То есть, если выключил на IPTV, включает на IPTV. Но здесь подумаем, сказать точно пока еще не могу. Насчет облака не вижу никакого смысла его задействовать. Лучше, наверное, подгружать напрямую с телефона или компьютера. Тем более у нас такая возможность есть. Мы это, скорее всего, сделаем после реализации либо приложения, либо PV. Когда вы планируете это реализовать? Зависит от текущей загрузки. Думаю, что в течение недели пришлю. То есть проблема небольшая, но нужно просто найти на нее время. Насчет длины каналов не понял. Ну, есть, например, одни из таких ходовых ресиверов, тот же SAT Integral 1218, в который мы можем загрузить с USB накопителя плейлист. К примеру, там будет содержаться 800 каналов. И этот плейлист будет полным только до момента перезагрузки ресивера. Как только ресивер перезагружается, плейлист обрезается до 200 каналов. И, в принципе, я так понимаю, что не хватает памяти для того, чтобы уже загрузить этот плейлист полностью. То есть в ресивере нет свободного места для того, чтобы этот плейлист полностью сохранялся. Ну, с памятью в наших ресиверах проблемы точно нет. Туда можно еще, к примеру, при желании большом загружать и иконы для каналов. Мы на это изначально рассчитывали. То есть по размеру точно нет вопросов. Еще в вашем ресивере заметил такую интересную опцию: отправка ссылки в ресивер. Но не совсем смог понять, как это все работает и ее суть. Смотрите, здесь наша логика достаточно простая. Такой вопрос вам. Где проще искать фильм, на смартфоне или в ресивере? Ну, думаю, что на смартфоне. Мы тоже так думаем. Поэтому, с нашей точки зрения, для пользователя идеальный вариант какой? Это найти в телефоне какую-то страницу с фильмом, значит, и отправить ссылку на проигрывание в ресивер, смотреть на телевизор. Приложение, то, что вы увидели, мы называем выбирающих ссылок. Правда, месяца 2 назад мы его случайно при разработке расширения поломали, и руки не доходят починить. Но эту функцию мы планируем реализовывать, но немножко позже.
Я так понимаю, там можно будет смотреть и отправлять ссылки и из YouTube? На данный момент нет, потому что не совсем известен алгоритм формирования этой ссылки в YouTube. То есть в том случае, либо если мы станем достаточно большими, чтобы напрямую с ними контактировать, либо если есть кто-то, кто знает, как они формируются, мы опять-таки рассчитываем на образование сообщества, то естественно, что этот алгоритм можно интегрировать в ресивер, и тогда можно будет посылать. Это касается не только YouTube, это касается вообще любых сервисов. То есть если или сервис хочет, чтобы мы установили, то это легко реализуемо именно через ссылки. Либо, соответственно, если кто-то знает, как на каком-то сервере это происходит, это тоже можно интегрировать. Спасибо вам за содержательное интервью. Я думаю, мы раскрыли массу вопросов, которые могли возникнуть с вот этим вот ресивером. Вы показали со своей стороны, насколько вы можете реализовать функционал на данном ресивере тот или иной. Большое вам спасибо за ваше интервью. Вам тоже большое спасибо. У меня есть небольшая просьба. Мы сейчас занялись продвижением своей группы в Facebook, где все желающие могут прочитать последние новости или задать вопрос. Если можно, укажите ее в комментариях к видео. Обязательно. Удачи вам. Спасибо, и вам всего хорошего.